Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля, мой канал об узорах крючком. Сегодня хочу вам показать очередной несложный, очень простой, оригинальный узорчик. Вот из такой пряжи. Смотрите, ниточка блестящая. Не сильно тоненькая пряжа, да, но и не толстая. И крючок у меня будет моя рабочая лошадка. Вот, смотрите, 3 миллиметра. Вы, в свою очередь, берете свою пряжу, какая у вас есть, и подбираете под свою плотность вязания крючок. Не обязательно брать такую же пряжу, как у меня. Схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Смотрите, она даже немножко разноцветная, все понятно, все доступно. Кто уже умеет работать со схемками, можете работать самостоятельно. Кто еще пока не умеет, обязательно повторяйте за руками, у вас все получится. Ну что, свяжем? Итак, смотрим на схемку. Раппорт сегодняшнего узорчика составляет 16 петелек плюс 5. Давайте я наберу 2 раппорта. Это уже будет 32 воздушные петельки и плюс 5 37 воздушных петелек. Ну, а вы в свою очередь набирайте столько, сколько вам будет необходимо. Итак, в начале петелька фиксации, все как всегда. Мы ее не считаем при наборе петелек. Теперь я набираю 37 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 и 37. Вот мой будущий образец. Далее, новички, давайте с вами сделаем вспомогательный ряд, так, чтобы вы в воздушных петельках не запутались. И сделаем мы столбики с накидом. Повторяйте. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку аккуратненько нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки столбик с накидом. Накид. По порядку в следующую петельку цепочки точно так же нырнули, вытянули ниточку, провязали по 2 петельки столбик с накидом. И вот так вот ваша задача пройтись полностью по всей цепочке и в каждую петельку провязать столбик с накидом. Не торопитесь, чтобы лишнего не провязать и ничего не пропустить. По итогу количество столбиков у вас будет ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. То есть смотрите, я набрала 37 воздушных петелек, у меня будет 37 столбиков с накидом. То есть ничего сложного, да? Ну, у вас, естественно, свое число, сколько вы набирали. Смотрите, вот эти первые 3 петельки, которые мы набрали, да, это называется как имитация столбика с накидом. Считаем за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 столбиков я уже провязала. Давайте теперь самостоятельно до конца ряда. Это несложно, у вас получится. Но в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики. Все ровненько, аккуратненько. Теперь мы не запутаемся в петельках, да, новички? Теперь смотрите, делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот, накид. По порядку в следующий столбик нырнули, вытянули ниточку, провязали по 2 петельки, столбик с накидом. Дальше, следующий столбик, точно так же, столбик с накидом. Получается у нас как бы первые 3 петельки подъема, это имитация столбика. Считаем за столбик. 1, 2, 3 мы уже провязали. Дальше 4 столбик с накидом и 5 столбик с накидом. Вот так вот мы будем начинать с вами каждый ряд. Понятно? Несложно, запоминайте. Дальше 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И здесь получается мы пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. В 5 нырнули, столбик без накида. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Здесь получается пропускаем всего лишь только 1 столбик. И в следующий провязываем столбик без накида. Вот такая вот маленькая арочка. Опять 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Накид. Пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И вот в 5 нырнули. И начинаем провязывать столбики с накидом. Точно так же, как мы провязывали в начале ряда. То есть 5 столбиков с накидом. 1. Дальше в следующий столбик 2 столбик с накидом, 3 столбик с накидом, 4 столбик с накидом, 5. Вот что получается.
И теперь опять повторяем. Большая арочка, маленькая, большая. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Пропустили 4 столбика. 1, 2, 3, 4. В 5-й столбик без накида. Есть. Дальше 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Пропускаем 1 столбик и в следующий столбик без накида. Есть. Маленькая арочка. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И вот в 5-й нырнули и провязываем столбик с накидом. 1. Следующий столбик. Столбик с накидом. 2. 3. 4. И здесь будьте внимательны. Накид. У нас здесь 3 петельки подъема было в предыдущем ряду. Аккуратненько в 3-ю петельку нырнули, вытянули ниточку и провязали последний 5-й столбик с накидом. Все. Смотрите, мы с вами вместе провязали первый ряд. Не сложно? Не сложно. Идем дальше. Итак, для начала делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И, как мы и договаривались, каждый ряд у нас будет провязываться здесь столбиками с накидом. Итак, столбик с накидом в предыдущий столбик, да, ничего сложного. Здесь получается точно так же, у нас получается 5 столбиков с накидом. Мы будем начинать и заканчивать так каждый ряд. Совсем не сложно. Вот, видите, вместе с 3 петельками подъема, вот наши 5 столбиков с накидом. Дальше 2 воздушные петельки. 1, 2. В большую арочку нырнули, захватили ниточку и провязываем столбик без накида. 1 воздушная петелька. Теперь работаем вот с маленькой арочкой и в нее провязываем столбики с накидом, формируем веерочек. Первый столбик с накидом, сюда же второй, сюда же третий, сюда же 4, 5, 6 и 7. 7 столбиков с накидом формируют вот такой вот веерочек. Кому быстро, ставьте в настройках скорость, которая вам будет удобна, да, ну или просто нажимайте на паузу. Идем дальше. Опять делаем 1 воздушную петельку, ныряем в большую арочку, столбик без накида. 2 воздушные петельки. 1, 2. И переключаемся опять на наши столбики и провязываем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Поняли, да? У нас по краям и по центру будут такие вот колонны из 5 столбиков с накидом. То есть ваша задача теперь повторить опять. 2 воздушные петельки, столбик без накида, воздушная петелька, веерочек. Воздушная петелька, столбик без накида, 2 воздушные петельки, и у вас опять будут 5 столбиков в конце ряда. Поняли? Я думаю, несложно. Вы обязательно самостоятельно повторите, у вас получится. Давайте встречаемся в конце ряда. Так, смотрите, вот что у нас получается. Вот такая красота. Вы провязали вот этот вот второй веерочек, да. Закончили самостоятельно ряд. Здесь несложно. Я уже начала новый ряд. Ну, потому что мы уже с вами умеем его провязывать, да. Здесь то же самое. Те же самые 3 петельки подъема и 4 столбика с накидом. Итого 5 столбиков с накидом. Несложно? Несложно. Давайте довязывайте. И приступаем к следующему, получается, узорчику, к следующему ряду. Воздушная петелька, одна воздушная петелька. Теперь накид. И наша с вами задача, вот наши столбики веерочка. Первый столбик, работаем с ним. Нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, держим на крючке, не провязываем дальше. Накид, сюда же нырнули, вытянули ниточку, 2 петельки, стоп. Накид, нырнули, вытянули ниточку, 2 петельки, стоп. Накид, нырнули, вытянули ниточку, 2 петельки, стоп. И вот теперь все петельки на крючке провязали. Обязательно зафиксируйте, чтобы они у вас никуда не убежали. Вот такой интересный пышный столбик получается. Называется 4 столбика с накидом с общей верхушкой. Дальше 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. 1 столбик пропускаем у веерочка. И в следующий, в третий, да, получается по счету столбик провязываем точно такой же столбик из 4 столбиков с накидом с общей верхушкой. 1. Сюда же 2. Сюда же 3.
сюда же 4. Теперь все вместе провязали и обязательно зафиксировали. Вот у нас получается уже 2 таких вот интересных пышных столбика. Опять делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Перепрыгиваем через столбик. 1 пропустили и в следующий провязываем точно так же. 1 столбик с накидом не до конца. 2, 3, 4. Теперь все петельки на крючке вместе и зафиксировали. Опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Пропускаем 1 столбик и в последний самый столбик нашего веерочка провязываем точно такой же еще один пышный столбик, состоящий из 4 столбиков с накидом с общей верхушкой. И провязали, обязательно зафиксировали. По итогу у нас от веерочка вышли вот такие вот интересные 4 пышных столбика. Идем дальше. Итак, 1 воздушная петелька и перепрыгиваем вот на наши 5 столбиков с накидом и провязываем столбики с накидом. То есть ничего сложного нет. 1, 2, 3, 4 и 5. Теперь получается точно так же. Вы повторяете. 1 воздушная петелька, пышный столбик, 3 воздушные петельки, пышный, 3 воздушные, пышный, 3 воздушные, пышный и 1 воздушная петелька. Хорошо? И заканчивайте ряд точно так же, как и все ряды. 5 столбиков с накидом. Ничего сложного, схемка перед вами. Давайте самостоятельно, у вас получится. Так, смотрите, вот так вот провязали до конца ряда, ничего сложного, закончили ряд, опять 5 столбиков с накидом, и я уже начала новый ряд, потому что, ну, ничего сложного, да, все то же самое. То есть вот 5 столбиков с накидом, то есть 4 столбика с накидом и 3 воздушные петельки, поняли, да? Идем дальше. Делаем 2 воздушные петельки. Так, закрутилась, сейчас. Делаем 2 воздушные петельки, 1, 2 и переключаемся, смотрите, вот в арочку между пышными столбиками. Понятно? В нее, в первую арочку, столбик без накида. Дальше, внимание, 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Переключаемся в следующую арочку и провязываем столбик без накида. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И переключаемся в следующую арочку и провязываем столбик без накида. Поняли, да? Вот, у нас получается вот 2 маленькие арочки получились. Все, дальше 2 воздушные петельки и переключаемся на наши столбики с накидом. Все, видите, ничего сложного. Я же говорила, очень все просто, очень легко и доступно. 1, 2, 3, 4 и 5. И теперь вы повторяете все то же самое, что вы провязали. Вначале будут 2 воздушные петельки и в арочку столбик без накида, да? В арочке столбики без накида и между столбиками по 3 воздушные петельки. И переключаетесь на столбики, здесь будут 2 воздушные петельки и опять 5 столбиков. Ну, согласитесь, несложно, совсем. То есть мы с вами провязали вместе, второй раз повторяете самостоятельно. Все, давайте до конца ряда самостоятельно, у вас получится. Так, смотрите, вот провязали наши арочки, вот что по итогу получается, красота. И я, получается, закончила ряд и опять начала следующий ряд, то есть здесь несложно, опять те же самые 5 столбиков с накидом. А теперь смотрите внимательно, делаем 4 воздушные петельки, 1, 2, 3, 4. Переключаемся вот на нашу арочку, самую первую, в нее провязываем столбик без накида. Теперь 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. В следующую арочку столбик без накида. И опять 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И вот наши опять 5 столбиков. Видите? Все. Не сложно, не сложно, не сложно. Если вы внимательно приглядитесь, то вы поймете, что мы только что с вами провязали самый первый ряд нашего узорчика. Так, сейчас 4. И 5. Точно так же у нас были 5 столбиков, но здесь понятно, да? И вот помните, 4 воздушные петельки, столбик без накида, 3 воздушные петельки, столбик без накида, 4 воздушные петельки. Вот они и есть. Поняли?
То есть мы с вами вместе провязали вертикальный раппорт узорчика, и этот ряд уже начинает повторять самый первый ряд. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре и так далее. Поняли, да? Итак, давайте сейчас самостоятельно заканчивайте данный ряд. Я вас встречаю в конце ряда. Давайте. Так, смотрите, вот провязали до конца ряда. Вот что получается. Что-то немножко похоже на ананас, да? И закончили ряд. 5 столбиков с накидом. Я уже провязала следующий ряд. Тут без изменений, все одинаково. И дальше вы помните, да, как мы делали вот во втором ряду? Мы провязывали веерочек. То есть вначале мы делали 2 воздушные петельки. Раз, два. Вот в эту большую арочку первую нырнули. Столбик без накида. Дальше 1 воздушная петелька, и вот в центральную арочку провязываем 7 столбиков с накидом. Поняли? Вот. Провяжу с вами вместе, чтобы вы действительно окончательно поняли, как мы должны дальше действовать. Чтобы не запутались в этих арочках. Раз, два, три, четыре, 5, 6 и 7. Вот наш веерочек. Воздушная петелька. Опять наша арочка, 2 воздушные петельки и переключаемся опять на столбики. Поняли? Все, ничего сложного. После, получается, веерочка у вас будут пышные столбики, потом опять у вас будут арочки, и опять вы подготавливаете новые арочки к веерочку. Все, получается 4 ряда. Раз, два, три, 4. И опять повторение. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4 и до нужной высоты вашего образца. Понятно? Все, давайте увеличим несколько рядочков образец, посмотрим, что в итоге получится. Но уже видно, что интересно, оригинально. Все, давайте встречаемся через несколько рядочков. У вас получится. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот что по итогу у меня получается. Совсем не сложно. Узор двусторонний. Выбирайте сторону, которая вам нравится больше. И такая у вас будет лицевой. Но мне кажется, вот это как-то более симпатично. Вроде как бы пышные столбики выпуклые. А если посмотрим на другую сторону, кажется, как будто они вогнутые, да? Или, может быть, данная сторона, наоборот, симпатичнее. Ну, в общем, выбирайте сторону, какая у вас будет лицевой, да? Это полностью на ваше усмотрение. Не забывайте, что узор можно поворачивать. Веерочки могут смотреть вниз, пышные столбики тоже вниз. Топики, маечки, кардиганы, вертикальный силуэт подчеркивать будет, так скажем, да, удлинять силуэт. То есть узор очень оригинальный и очень универсальный. Зимняя пряжа, демисезонная, летняя. То есть идей очень много. Если вы уже что-либо вязали данным узором, пишите нам в комментариях, нам будет как же, ну, для вдохновения, да, что можно связать. Не забывайте о том, что берете разную пряжу. Один и тот же узор из разной пряжи выглядит абсолютно по-разному. Итак, из моих ниточек тянется вот так и тянется вот так. Из ваших может тянуться больше, меньше. Обязательно провязывайте своей рукой. Что у меня за ниточки? Смотрите, новички, кто еще не работал с такими, называются они Alize Angora Simli. Дальше моточки, смотрите, по 100 грамм, 100 граммах 500 метров. Это 75% акрил, 20% шерсть и 5% металлическая ниточка, за счет которой блестит узор. Видите, блестят ниточки. Крючок нам советуют брать от 2 до 4. У меня 3 под мою плотность вязания. Если кому понравился цвет, на камеру, в принципе, передается, как он и есть. Светло-серый, с каким-то немножечко оттенком сиреневым, фиолетовым. Ну, как-то вот он такой, сильно-сильно такой тонкий какой-то намек есть. Номер 168. Вот такая красота. Давайте замерим сегодняшнюю красоту. Моя пряжа, моя плотность вязания, мой крючок, да, у вас могут быть абсолютно другие цифры, поэтому обязательно провязывайте своей рукой. 37 воздушных петелек, у меня это вот 17 сантиметров. И здесь получается 3 вертикальных раппорта по 4 ряда, 12 рядочков. И самый первый с новичками мы провязывали 13. По итогу, сейчас замерим, сколько это будет. Практически 13 сантиметров, видите, 12,5. Вот, несложно, абсолютно несложно. Ничего не нужно запоминать, ничего не нужно сдвигать в шахматном порядке. Столбики, как есть столбики, так и провязывать. Конечно, вы можете потом добавить свою дизайнерскую нотку. Столбиков может быть больше, может быть меньше, на ваше усмотрение, то есть как хотите. Вот такая красота. Как вам узорчик? Надеюсь, понравился. Не забывайте ставить лайки. И не забывайте писать комментарии. Комментарии помогают продвижению моего канала. Заранее спасибо большое.
Не забывайте нажимать на кнопку спонсорства, тоже помогает продвижению моего канала. Заранее спасибо большое. Подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях, сохраняйте себе в плейлисты и вяжите с удовольствием. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.